Представьте, что за несколько минут можно подняться над всем Тбилиси и увидеть его с высоты птичьего полета. И сегодня нам удастся это сделать вместе. Мы находимся в парке Мтацминда. Вообще слово Мтацминда переводится как «святая гора». Все это по причине того, что здесь на горе также есть очень такой старинный храм. Вход в сам парк бесплатный, но можно приобрести вот такую карточку, и она дает право использовать аттракционы, которые находятся на территории парка. Любую сумму можно положить сюда. Но мы с вами идем не просто на аттракционы, а на колесо обозрения. Я никогда не была на нем, потому что нужно набраться смелости, чтобы подняться на такую высоту. Ну что, я думаю, пора заходить в сам парк. Интересно, что в этот парк можно попасть несколькими способами. Можно приехать на такси, как это сделали мы. Можно приехать на просто общественном автобусе. Можно подняться на фуникулере. А также можно подняться на таком интересном вагончике, который прям, у него расположены рельсы на склоне горы. И можно подняться сюда. Так что способов много, как посетить это место с прекрасным видом. Я сейчас покажу. Она не функционирует? Ну, вон окно открыто, кто-то там есть. Наша цель — колесо обозрения. Здесь можно посмотреть с колеса на город. Можно на таких вот удобных лежаках. Вау! Меня полил дождик. Вот. Это Тбилиси во всей красе. Но я думаю, с вот этого колеса будет вид еще шикарнее. Меня немножко захватывает дух, потому что это не просто высота горы, да еще выше. Я забыла добавить, что помимо тех видов транспорта, которые я перечислила, можно добраться сюда. Сюда можно добраться еще пешком. Есть специальные дорожки для хайкинга. Такая дорожка, и по ней можно спуститься в город. Для любителей пеших долгих прогулок можно воспользоваться такой возможностью. Так, мы подходим к колесу обозрения. Стоит подняться на колесе 10 лари. Вот мы положили на эту карточку денежку. И теперь отправимся в полет. Кстати, это моя вторая попытка попасть на колесо обозрения. В прошлый раз просто поднялся ветер, и прямо перед нами закрыли колесо обозрения, потому что это было небезопасно. Надеюсь, сегодня удастся. Нам какую-то красивую хотят найти. А может, они как-то рассаживают форель? Ну, типа, знаешь, как не... Ну, наверное, Да, было. ага. Все. Оглоба, спасибо. О, пошатывает. Ну, как бы высоко. Представь, это высота горы, высота колеса. Но весь Тбилиси.
А под нами лесочек. А когда мы будем на самом верху? Ну, мы поймем, что наверху или нет. А вот здесь можно увидеть дорожки, по которым можно прогуляться, совершить такой хайкинг и уйти туда и спуститься на Черепашьем озере. У меня был такой опыт, мы ходили, и там много есть классных мест для смотровых площадок. В общем, вся гора в дорожках. Так, что еще не... Вот сейчас наверх будет. Да. Мы на вершине. Тут красиво, эту башню сейчас будет видно. Нет, мы еще не наверху. Ну что, поделюсь впечатлениями поездки на колесе обозрения. На самом деле снизу выглядит намного страшнее все это, чем внутри. Абсолютно не страшно. Кабинки закрыты полностью, внутри работает кондиционер. Это огромный плюс в жару. Ну и плюс ко всему, самый главный плюс, конечно, это то, что с колеса открывается прекрасный вид на весь Тбилиси, на такой разный, разнообразный, где есть старый город с маленькими улочками, где есть современный Тбилиси, где есть Тбилиси с отголосками советского времени. В общем, это интересный опыт, поэтому моя рекомендация все-таки посетить это колесо, подняться, посмотреть, увидеть масштаб. Вот. Особенно, кстати, интересно, когда ты знаешь какие-то части города, и с птичьего полета можно увидеть: о, вот здесь такой-то там метро Руставели, а вот здесь стадион, а вот там хроники Грузии. В общем, думаю, это замечательная возможность была увидеть Тбилиси именно таким. А сейчас я хочу рассказать немножко о вот этой вот телевышке, телебашне, потому что, как бы там ни было, это визитная карточка Тбилиси, и на самом деле многие ориентируются как по компасу по этой вышке, и ее видно практически к любой части города, поэтому это не просто вышка, это особая достопримечательность. Высота самой вышки примерно 275 метров. Но стоит учитывать, что помимо высоты вышки еще есть высота горы, которая больше 700 метров над уровнем моря. Поэтому эта вышка покрывает большую территорию в подаче сигнала. А эта вышка, вот именно эта, где она? Вот это. Здесь появилась в 70-х годах, но перед этим там стояла другая вышка, она была поменьше, это в 50-х годах. Потом ее вот в 70-е маленькую вышку разобрали и уже построили вот эту большую, а маленькую вышку перевезли в город Гори. Есть такой город, здесь также в Грузии. Теперь эта вышка маленькая находится там, а большая здесь. Еще один факт об этой телевышке, так это то, что ночью она превращается в настоящий арт-объект, так как подсвечивается разными цветами, и более того, не просто цветами, а в зависимости от праздника, какое-то событие подсвечивается, например, флагами, цвет флага страны, не только Грузия, но и другой.
Ну что, вот такая получилась прогулка в Татминди парке. Конечно, здесь много еще всего. Например, это просто великолепные деревья. Ну что это за размах и размер? Это звуки цикад, которые говорят о жарком лете. Ну и в целом прогулка получилась прекрасная. Я побывала на колесе обозрения, посмотрела на чудесный город. Поближе посмотрела на вот эту вот башню. И, конечно, спасибо, что вы разделили со мной эту прогулку. Мне было интересно, надеюсь, вам тоже. И я жду следующей встречи с вами в следующем видео. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока!